ввод российского миротворческого контингента и создание вообще смешанных миротворческих сил 20 лет назад, ну, по сути, спасло Южную Осетию и спасло южно-осетинский народ как часть, в общем, большого, единого и всегда патриотически настроенного к российской государственности осетинского народа в целом. Поэтому это сегодня очень необычное мероприятие. Это мы не просто говорим о каком-то юридическом факте, важном для специалистов. Это вопрос, где российская государственность действовала, исходя из своей тысячелетней традиции, и, в общем, устанавливала тот тип мирового порядка, как ни странно, пусть в локальной совершенно точке, который и задает вершины российской дипломатии и российской внешней политики. Это первый момент. Второй момент. То, что это само по себе соглашение в очень сложном, как уже Андрей Григорьевич подчеркнул, в 1992 году, когда, ну, мы помним и реформы Гайдара, и только что развал СССР, но, несмотря на это, я считаю это выдающимся соглашением само по себе, поскольку оно в крайне тяжелой ситуации была найдена очень простая, 3 странички этого соглашения, форма Дагомынских соглашений, мудро и со стороны Шеварднадзе, и со стороны Ельцина, и со стороны советников, мудро была придумана форма вот этих смешанных миротворческих сил, которые не являются миротворцами ООН как таковыми, это важно подчеркнуть, а по, собственно, двухстороннему соглашению, но тем не менее являются миротворческими силами и по уставу ООН, поскольку региональные миротворческие силы – это уставные по ООН силы, а не просто между собой договоренности, ну и по договоренности между нашими государствами. И я считаю, что вот с точки зрения истории российской дипломатии само это соглашение требует изучения, и несмотря на сложный 1992 год, это бесспорно выдающийся факт. Следующий момент. Мы все понимаем прекрасно, и неоднократно руководство Российской Федерации подчеркивало, что у нас ни у кого, большинства, абсолютного большинства российских граждан и руководства страны нет никакой радости по поводу резко низкого отношения между Россией и Грузией. То есть в этом смысле, я считаю, в ближайшие 5 лет важнейшая задача – это кардинальные, серьезные изменения наших отношений в лучшую сторону, но, безусловно, без отказа от принципов и отказа от истории, которая очень сложная. Поэтому вот это 20-летие, я думаю, и грузинской стране имело бы смысл рассматривать, поскольку и она поступила очень по-мудрому и государственному 20 лет назад. То есть в этом смысле это двухстороннее соглашение, а не одностороннее. И мне кажется, что надо правильно дать факты и оценку из грузинской стороны, и, может быть, это в серьезной степени послужит основанием для пересмотра наших отношений в новой ситуации вот в рамках этого исторического видения. Следующий момент. Мы, конечно, все прекрасно понимаем, в том числе есть фактор Сочи 2014 года, мы прекрасно понимаем, что Кавказ всегда использовался для дестабилизации в целом. Не только по конкретно Южной Осетии и другим конфликтам, которые существуют. Поэтому, конечно, очень важно Дагомынское соглашение и вот российских миротворцев, создание смешанных миротворческих сил рассмотреть с точки зрения большой кавказской политики. Вот это тоже сегодня, может, не получится в полной мере, но это обязательно надо делать, потому что только стабильный Кавказ позволит, в общем-то, нам достойно встретить и этот финансовый глобальный экономический кризис. Хотел бы обратить специальное внимание на конфликт 2008 года. Поскольку фактически в результате этого конфликта эти соглашения, ну, по сути, прекратили существование, и в конце августа официально они прекратили существование. Но в этом плане, мне кажется, сегодня абсолютно недостаточно подчеркивается, что же произошло в 2008 году. Ну, помимо всех, вот, так сказать, видеокартинок событий и всего того ужаса, безусловно, агрессии, это не обсуждаемо. Но что произошло с точки зрения международного права и какая правовая квалификация этого события? Здесь, мне кажется, российская дипломатия сильно не дорабатывает, потому что речь была не об агрессии только Грузии против Южной Осетии. Но это сложная квалификация, потому что Южная Осетия в тот момент все-таки не существовала как признанное отдельное государство и так далее. Речь идет о том, что в нарушение Дагомынских соглашений
самым подлым в прямом смысле и в том числе в юридической квалификации, в общем-то, циничным образом были нарушены эти соглашения. Удар пришелся в первую очередь по российским миротворцам, как частям смешанных сил. То есть в этом плане Российская Федерация не просто защищала Южную Осетию, хотя она это делала всегда, и 20 лет, это само собой разумеется, и южно-осетинский народ, но Российская Федерация, исходя из Дагомысских соглашений, из статей 52 и 53 Устава ООН, обязана была выступить на защиту миротворцев плюс южно-осетинских миротворцев. И в этом плане это факт, который мне даже вот до сих пор непонятно, почему мы не использовали в полной мере, поскольку и на трибуне ООН, когда Виталий Иванович Чуркин, надо отдать ему должное, с блестящими выступлениями, с блестящей защитой ситуации выступал, но недостаточно было квалифицирована эта международная сторона этой ситуации. Все свели чуть ли не к войне Грузии и России. Но не было такой войны Грузии и России. И когда тот же господин Саакашвили и официальная пропаганда режима Саакашвили рассказывает об этой войне, о России как об оккупантах, об агрессорах и так далее, даже убирая фактическую сторону дела с точки зрения, кто когда вводил войска, по сути, Грузия напала на миротворцев, нарушив самими же грузинами подписанные 24 июня 1992 года Дагомысские соглашения. Вот это исходный, фундаментальный факт. Вот в этом плане Виталий Михайлович Митин, есть такой адвокат из Новосибирска, очень большую работу ведет по пропаганде все-таки правильной квалификации того, что произошло. И я считаю, нашим официальным лицам надо прислушаться вообще к этой проблеме, серьезно разобраться. И для Грузии надо сделать выводы, все-таки в чем вина Грузии в полном масштабе международного права. Достаточно часто, когда произносятся слова о тех годах, употребляется такая, так сказать, фраза, как «распад Советского Союза был катастрофой», «распад Советского Союза был трагедией». У многих это вызывает, знаете, такие какие-то кривые усмешки, кислые лица и прочее, прочее. Да, например, тот же Путин, который выступал в Европе и назвал катастрофой распад Советского Союза, вызвал шквал критики со стороны западных СМИ, для которых, конечно, распад Союза не был ни трагедией, ни катастрофой. Вот та история конкретная, которую мы сегодня, так сказать, с вами вспоминаем и описываем, она как раз наглядно дает, так сказать, понять то, что действительно распад Советского Союза был катастрофой, причем не только катастрофой, скажем, глобальной, а катастрофой огромного количества, личной катастрофой огромного количества совершенно простых и ни в чем не повинных людей. Тысячи из которых погибли, там, десятки тысяч оказались беженцами. А эта катастрофа этих людей переросла, так сказать, в глобальную катастрофу с последствиями действительно планетарного масштаба. Я в этом абсолютно убежден, потому что мир после распада Советского Союза не стал ни стабильнее, ни спокойнее, ни предсказуемее, как нам, в общем-то, в свое время об этом очень много говорили. Да? Поэтому действительно вот юго-осетинский конфликт – это свидетельство того, что действительно это была катастрофа, и, к сожалению, последствия этой катастрофы, они в значительной степени и до сих пор остаются актуальными. И второй момент, я тоже полностью согласен с тем, что, так сказать, именно российская миротворческая миссия смогла остановить возможный геноцид юго-осетинского народа, и в этом смысле заостриться вообще на той роли, которую Россия играет, и играла и продолжает играть на постсоветском пространстве. Потому что эта роль, на самом деле, крайне важная. Опять же, может быть, кому-то это не нравится, кто-то не хочет это признавать, кого-то это раздражает. Но на самом деле Россия, как это ни странно, является главным и основным гарантом безопасности и независимости всех постсоветских государств. Все бывшие советские республики, хотя они не хотят это признавать и ищут своих гарантов где-то там в других местах, на самом деле для них главным гарантом их территориальной целостности была, есть и в ближайшем будущем будет оставаться Россия. Пока Россия признает те или иные границы, эти границы, так сказать, да, никто не ставит под сомнение. Потому что таких потенциальных конфликтов, как юго-осетинский, я вас уверяю, на территории бывшего Советского Союза огромное количество. Их огромное количество в Центральной Азии. И, так сказать, вспыхнуть они могут буквально в любой момент. Их немало все в том же Закавказье. Они существуют и на европейской части бывшего Советского Союза.
Так вот, именно отношение России, лояльное отношение, взвешенное отношение, так сказать, стабилизирующее, является главной гарантией того, что эти конфликты не начинаются, не вспыхивают и не продолжаются. И я думаю, что это надо, так сказать, осознавать, понимать и учитывать. Хотя многим, конечно, это крайне неудобно. И многие считают, что на самом деле Россия никакой роли не играет. Но представьте себе, что если Россия, скажем, уйдет, предположим, из каких-то из нынешних постсоветских регионов, к примеру, Центральной Азии, я вас уверяю, что буквально через несколько месяцев там вспыхнет сразу несколько локальных войн. И это касается и многих других регионов. Поэтому я считаю, что крайне важно вспомнить о юго-осетинском конфликте, в том числе, исходя из вот этой, так сказать, ситуации, и делать выводы на будущее.